Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 17 по 23 июня. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И в нашем еженедельном прогнозе мы зададим традиционные вопросы. Что важно знать, что скрыто, какие неожиданности нас ожидают. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. То, что вы чувствуете, то, что вы в данный момент времени переживаете. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вы сумеете переложить на метафору карт вот ваши события, которые с вами сейчас происходят, или какой-то ваш вопрос. И все равно подсказки для себя увидите. Что важно знать? Первый наш вопрос и первая карта. Что важно знать? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время, что вам может помешать? Что вам будет помогать, что вас будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же для вас, мои дорогие, неделя? Старший аркан умеренность. Это тот аркан, который нам говорит, ты себя где-то не тормоши. Какое-то важное решение, возможно, вам предстоит принять. Или обстановка вокруг вас такова, когда тысяча неопределенностей. И задача будет состоять как раз в том, чтобы в спокойном состоянии духа, мои дорогие, увидеть какую-то новую возможность. И, скорее всего, исходя из ваших поставленных задач, я могу предположить, если это касается дела, работы, бизнеса или какой-то вашей активности. Может быть, и вопросы по финансам вы тоже решаете. Так вот, вам придется действовать как-то совсем не так, как вы прежде действовали. Или вам что-то придется изменить с каким-то другим подходом. Ну, может быть, решать вопросы или решить какую-то вашу проблему. Надо сказать, мои дорогие, вообще сделала 4 знака зодиака. Это удивительно. Может быть, на самом деле энергетика этой недели, 17 по 23 июня, такова, что, в принципе, можно, с одной стороны, сказать, что спокойная неделя, ничего не происходит. Но и я не могу основываться на картах, безусловно. Но это странно, 4 знака зодиака, и везде, поверьте, стоит какая-то пауза. Может быть, пространство, Вселенная нам дает какую-то передышку, чтобы себя не тормошить, и привести мысли в порядок для того, чтобы заняться именно какими-то своими делами, которые мы откладывали долгое время на потом, и при этом продумывать, как же мы будем действовать в том или ином случае. Давайте неожиданности посмотрим. А здесь нужно быть готовым к неожиданностям и как раз какую-то стратегию свою просчитывать, правда. У вас это может проиграться по карте башня, и именно в этой колоде рушатся какие-то нормы, регулировки, меняются законы. Нам изображена тюрьма, и это как зона ограничений, и теперь это все распадается. Поэтому у кого-то может проиграться, действительно изменился закон. Или он в сыром варианте просуществовал какое-то время, может месяц, недели, и выходит подзаконные акты, тут тоже могут что-то изменить. У кого-то будет напрямую связано именно с получением какой-то информации, когда вам что-то придется переигрывать, перестраивать, какую-то свою стратегию, себя организовывать как-то по-новому, с учетом того, что меняются обстоятельства. Есть такое, я обычно говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда по карте башня. Вполне вероятно, обстоятельства этой недели будут таковыми, что вы будете принимать как раз вот это решение, все то, что я подробно говорила по карте умеренности, потому что обстановка действует на вас таким образом или складываются какие-то обстоятельства, что вам нужно что-то либо реорганизовать, либо для себя как новый фарватер какой-то найти, или новые действия предпринять. Могут быть и новости, которые нас обескураживают, правда? Это не есть какие-то новости, которые касаются вашей личной жизни. Нет. Старшие арканы, мои дорогие, это всегда
обстоятельства или то, что происходит вокруг нас, извне, оно не оказывает влияния напрямую именно на нас. Но в то же время нам приходится это учитывать и с этим взаимодействовать. Мы не сможем что-то делать, как прежде. Перестройка какая-то своих внутренних не столько убеждений, сколько методов потребует в последующем быть готовым к тому, что совершенно по-новому нам придется действовать. Может быть, это какой-то подготовительный период. Или, может быть, мои дорогие, это вы уже получили какое-то известие, и вы уже теперь находитесь в том состоянии, когда я понимаю, мне нужно что-то изменить. Давайте, чему сейчас не время. Для кого-то буквально отправляться в поездку. Или куда-то переезжать, может быть. Может быть, тут и запланировано что-то. Ну, тогда уж, если запланировано, что называется, билеты куплены, и транспорт ходит, передвигается, тут тогда, ну, мы вряд ли что-то изменим. Но это уже тогда мы можем расценивать, что это как то событие или, наверное, то, что вы планировали прежде, и теперь это будет как итог. Но если вы вот именно на этой неделе принимаете спонтанное решение «я еду», то тогда этому не время. Или на вас, мои дорогие, могут так воздействовать, что вот давай быстрее, срочно, что-то вот к чему-то вас склонять, подгонять, а нам говорят, а ты сам подумай. Или оцени обстановку, которая сейчас может быть вокруг. Может быть так. Оцени свои планы с тем, что ты хочешь осуществить, и какие предпосылки вообще сейчас благоприятное время или нет. Поворачиваться, в принципе, к прошлому пока полностью не время, или рассчитывать на быстрый успех. Вот нет, какая-то действительно пауза присутствует на этой неделе. Не рискуйте собой, это есть, что вам будет помогать. Вы знаете, хорошее настроение. Я бы сказала, отдохните, мои дорогие. Займитесь своими делами или то, что вы долгое время откладывали на потом, самого себя. Здесь может быть как какое-то торжество, и вас могут пригласить, или вы кого-то будете собирать. Может быть и правда, есть дата, которая, когда собирается семья за столом, или это будет касаться вашей работы. Но в любом случае есть радостное известие, мои дорогие, и хорошее настроение, есть какой-то позитив. Есть, может быть, и то, что вас ставит в тупик, но, тем не менее, позитивная энергия этой недели. Просто не нужно успеть везде и всюду. Не нужно себя поставить на второе место, а какие-то дела, работу на первое, сказала бы и так. Не нужно на далекий период что-то планировать вот в эту неделю тоже. Дождитесь, как разовьются события. Но помогает как оптимизм, как хорошее настроение, как, может быть, круг вашего ближайшего окружения, которое вас поддерживает. И это тоже. Может быть, отчасти семья, как я уже сказала, радость и позитивные эмоции. Что скрыто? Выпадает королева жезлов, это сильная позиция. Конечно, у кого-то может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, извините, Овен, Лев, Стрелец, и вы не доверяете. Или вообще по энергетике этой карты королева жезлов – это сильная позиция. Но королеву жезлов жизнь научила быть очень осторожной. Она благодарна вот этой сильной позиции именно за счет своего опыта, причем который ставил ее не раз на колени или ставил ее в какую-то, ну, очень сложную, может быть, порой безысходную ситуацию, но она сумела подняться заново. И теперь она не готова к тому, чтобы рисковать собой снова. Она умеет работать с информацией, она умеет правильно распорядиться деньгами, но вы никогда не узнаете, что же она на самом деле думает. Черный кот на коленях у королевы как раз и говорит, она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Правда, вам кто-то может не рассказать в принципе о своих далеко идущих планах. И это будет скрыто. С другой стороны, вы, может быть, и сами где-то должны быть в этих энергиях. Мы ведь расцениваем эту карту как энергетику, как подсказку. Поэтому и нам говорят, ты пока еще не объявляй о своих вердиктах или, может быть, о том, что
ты избрал какое-то четкое направление, обстоятельства могут поменяться, люди могут поменяться. Что-то здесь еще пока на этой неделе зыбко непонятно. А вот хранить тайну, вот это хорошо. Поэтому будьте и вы люди интуитивные, будьте более скрытны, потому что, видимо, как и обстоятельства не дают определиться с чем-то окончательно, так и допустить то, что люди не до конца откровенны. Поэтому оставаться на своей волне – самый правильный фарватер. Думать, по сути, о самом себе. Дела, работа, бизнес. Ну, что-то вас порадует, правда, вот этот праздник. И именно это через дела, работу, бизнес, может быть, оформление документов каких-то. И тут, знаете, как вот эта турбулентность по башне, она вам будет помогать. Когда все с ног на голову становится, а вам это будет помогать. Какая-то ситуация, которая для кого-то может быть оценена как разрушительная, а для вас, мои дорогие, она будет как раз помогать. У вас какие-то оказии, возможности будут появляться, одним словом, есть какая-то радость. То есть или вы находите правильный фарватер, как выйти или как мне в дальнейшем действовать, или, мои дорогие, здесь ведь банально может проиграться в силу разных причин. Вы, допустим, планировали получить должность. Так вот, в силу разных причин вы не могли, потому что или человек работал, она была занята, должность, или вы не могли, потому что складывались какие-то не в вашу пользу обстоятельства. А тут может как раз так перевернуться, что вот для кого-то это будет минус, или человек уволится, вынужден с работы, а для вас освободится то место, о котором вы мечтали. Я для примера привожу подобную ситуацию. Ну вот что-то похожее может быть в какой-то деловой сфере жизни любого или каждого из вас. Финансы. Рационализм. Королева мечей, безусловно. Здесь мы от чего-то можем отказаться и от каких-то трат. Может быть, от каких-то запланированных покупок. Или вы можете тут с учетом пришедших новостей или вашей какой-то нового как направления или стратегии, тактики, одним словом, все то, что я уже сказала, пересмотрите финансовую позицию или финансовую стратегию. Или вообще, каким образом я теперь буду зарабатывать деньги, откуда они ко мне будут приходить. Если у вас бизнес, значит, с учетом, опять же, тоже какой-то информации, вы будете менять какой-то алгоритм, именно финансово-денежный, потому что обстоятельства вас так вынуждают. И от чего-то все же откажетесь, ведь это у нас про образ Юдифи. И потому что обстоятельства, опять же, заставляют, как, знаете, данность сложилась, и мне теперь нужно что-то переиграть, действовать по-новому. Но у вас все получится, мои дорогие. И если мы говорим про Юдифь, что и помогало, она никому ничего не говорила, поэтому смогла осуществить то действо, благодаря которому она вошла в историю. Поэтому по части денег, правда, какая-то реорганизация тут, скорее всего, у вас тоже намечается. Может быть, просто какая-то покупка вами может быть отменена. Или вы предпочтете, что нет, раньше вы могли переживать, ох, у меня там что-то не получалось. А теперь вы можете даже себе сказать, не получилось, и хорошо, что пространство, Вселенная мне не дало возможности вот именно какой-то прежний план совершить. Теперь как-то по-другому я перестроюсь, и для меня это еще более перспективным будет. Вот даже так. Для кого-то из вас это будет как к росту вашей популярности и возможности даже способствовать. К вам могут прийти какие-то возможности совершенно неожиданным путем на этой неделе. Будьте внимательны в личной жизни. Четверка Пентаклей, я не вижу, что тут что-то кардинально меняется. У нас начался с аркана умеренности наш расклад, и я сказала, что вообще какая-то пауза в целом, в тенденциях, как будто в пространстве витает. И четверка Пентаклей нам тоже говорит, что ничего не меняется кардинально, но здесь мы что-то будем сохранять по части, может быть, отношений или того, что для нас уже определено и незыблемо. Вообще по этой карте спокойное течение жизни или карта якоря. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.